Многообразие свойств димексида делает его неотъемлемым компонентом в каждой домашней аптечке. Сегодня мы расскажем о применении этого раствора на подмышки и других необычных способах использования димексида. Какие преимущества у димексида? Зачем наносить его на подмышки? Какие другие заболевания можно лечить этим средством? Свойства димексида. Это натуральные средства используют более 150 лет. Основные преимущества этого препарата заключаются в его способности сдерживать сильные системные воспаления в суставах и мягких тканях. Еще одно важное свойство димексида – его противомикробная активность. Он угнетает рост патогенной микрофлоры, способствуя быстрому заживлению ран, фурункулов и язв. И, конечно же, его обезболивающие свойства сыграли значительную роль в его популярности. При заболевании суставов это особенно важно, так как димексид может усилить эффект нестероидных противовоспалительных препаратов, а в некоторых случаях применение только этого раствора является достаточным. А для чего наносить димексид на подмышки? Среди необычных областей применения этого средства – лечение повышенной потливости и ее осложнений в виде гидроденита. При этом заболевании потовые железы увеличиваются в размерах и становятся болезненными. Это часто происходит в жаркую погоду при недостаточной гигиене, повышенном потоотделении, а также из-за применения некачественных дезодорантов, которые могут блокировать нормальный отток пота и вызывать воспаление каналов потовых желез. Учитывая, что воспаление при гидродените может быть серьезным, врачи часто прописывают антибиотики, чтобы предотвратить осложнения. Однако димексид в таких случаях является более безопасным и доступным средством. Как правильно применять димексид? Важно помнить, что его не следует наносить на подмышки в чистом виде. Раствор нужно разбавлять. Для этого растворите чайную ложку средства в 3 чайных ложках воды. Для борьбы с повышенной потливостью подмышек этого будет достаточно. Однако в случае гидроденита в этот раствор необходимо добавить ампулу 2,5% гидрокортизона ацетата и такое же количество гентамицина сульфата. Если это видео было полезным для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Мы всегда внимательно следим за комментариями наших зрителей и стараемся выбирать только интересные для вас темы. Для применения на подмышках смочите ватный диск в этой смеси и приложите его к подмышке. Затем зафиксируйте его пластырем. Такой компресс можно делать на целый день или на ночь. Во время лечения не рекомендуется использовать дезодоранты, чтобы не раздражать потовые железы и не смешивать димексид с дезодорантом. Давайте рассмотрим несколько интересных и необычных способов применения димексида. Для заживления гематом и синяков эффективно использовать димексид. На лице следует приготовить 10% водный раствор димексида, а для применения на теле подойдет 50% раствор. Компресс нужно держать на коже в течение 10-15 минут. Для лечения прыщей и различных высыпаний на лице также рекомендуется обтирать их 10% раствором димексида. При тромбофлевите эффективно использовать смесь димексида и гепариновой мази в равных пропорциях. Эту смесь наносят под бинт на несколько часов. Димексид поможет в заживлении открытых ран. В этом случае его следует смешать в равных пропорциях с гентамицином и нанести на рану не более чем на 5-7 минут. При трофических язвах 30% раствором димексида смачивают марлевый тампон и прикладывают его к язве трижды в день на 10 минут. При экземе рекомендуется разводить чистый димексид пополам с водой и протирать такой смесью участки кожи, пораженные болезнью. Для лечения суставов используют 20% раствор димексида, который наносят в виде компресса на 40 минут.
Обратите внимание, что для каждого случая использования димексида необходимо соблюдать рекомендации по разбавлению и времени применения, а также следовать инструкциям и консультироваться с врачом при необходимости. Необходимо учитывать, что у некоторых людей может возникать аллергическая реакция на димексид, особенно у тех, у кого чувствительная кожа. В таких случаях возможно появление ощущения жжения. Если это происходит, компресс следует немедленно снять и место применения промыть чистой водой. Димексид не рекомендуется использовать у детей до 3 лет и у людей, чувствительных к действию этого препарата. Также необходимо проявлять осторожность при его назначении при нарушениях функции почек и печени, поскольку димексид хорошо всасывается в системный кровоток. А для каких целей вы используете димексид? Расскажите о его эффективности. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.